Здравствуйте, зрители моего канала! В этом видео я хочу показать вам новое пополнение своей коллекции фильмами на физических носителях, то есть на Blu-ray, в том числе в формате 4К, а также на DVD. Сегодня будет много зарубежных изданий в коллекции пополнения, в том числе два будет издания в формате 4К и два издания в виде стилбуков. Итак, как обычно, начну с иностранных зарубежных изданий с русским языком. И первый такой фильм сегодня это у нас диснеевский анимационный фильм «Питер Пен» в таком вот венгерском издании с русским языком. То есть у нас два фильма. Оригинальный Питер Пен 1953 года, а также его продолжение, которое было снято уже в 2000-е годы. Это у нас венгерское издание. Здесь, как мы видели, два фильма на отдельных дисках. А то бывают издания фильмов Диснея, у которых два фильма на одном диске. Здесь с этим дело обстоит лучше. Еще один фильм диснеевский в моей коллекции полнометражный. Такое вот издание. Переходим к следующему, второму и последнему на сегодня иностранному изданию с русским языком. И это еще один фильм с Арнольдом Шварценеггером в коллекции. «Конан Варвар». Здесь так видим также, что написано, что снялся Джеймс Эрл Джонс. Один из первых фильмов, который принес славу Арнольду Шварценеггеру. Такая вот коробка. Viva Elite Eco. С такими вот отверстиями для удешевления производства. И такая вот накатка диска, которая повторяет обложку. Данное издание у нас, как можно видеть, скандинавское. И здесь присутствует в данном издании русский язык. Такой вот фильм с Арнольдом Шварценеггером «Конан Варвар». Это были два фильма с русским языком. Остальные все иностранные издания будут без русского языка. Поэтому дальше это оговаривать не буду. И первый такой фильм это у нас фильм «Аватар. Путь воды». Вторая часть «Аватара». Фильм Джеймса Кэмерона. В таком вот стилбуке. Так, осторожно. Здесь у нас три диска. 4К диск, диск с бонусами и диск с самим фильмом. Такое вот издание. Удалось его найти по достаточно хорошей цене. И поэтому приобрел именно вот его в виде стилбука. Фильм «Аватар 2. Путь воды». Один из самых кассовых фильмов в истории. Такое вот кино. Фильм Джеймса Кэмерона. Далее еще один фильм в формате 4К. Это у нас картина режиссера Тоба Хупера. Сценарий, который и продюсировал Стивен Спилберг, и сценарий написал тоже Стивен Спилберг. Такое вот издание, «Полтергейст». Американское издание. Забыл сказать про «Аватара». Это у нас издание французское. И от него есть также техническая информация. Такая вот «Аватар. Путь воды». И здесь информация о фильме, о языках, которые есть у данного издания. Возвращаемся к «Полтергейсту». Вот у нас американское издание фильма «Полтергейст». Есть у нас здесь слип. По слипам такое же изображение. Такая же обложка. Достаточно известный фильм ужасов, в создании участия которого принимал
Стивен Спилберг. И здесь также два диска, два варианта фильма, Blu-ray 1080p и 4К. Такое вот издание. Также появилась у меня в коллекции данная картина. Фильм Тоба Хупера «Полтергейст». Это были два 4К издания. Оставшиеся все будут у нас в формате Blu-ray обычном. И первый из них у нас также Steelbook. Второй Steelbook в этом видео и последний. Под названием «Поймай меня, если сможешь». Это у нас уже снял сам Стивен Спилберг. В главных ролях здесь у нас Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс. Это Steelbook из Италии. Такой вот у нас такие вот изображения на разных гранях диска. И внутри видим такой внутренний арт у данного издания. «Поймай меня, если сможешь». Данный фильм с русским не выходил на Blu-ray, только на DVD. И DVD у меня есть. А вот удалось и наконец-то и Blu-ray добавить тебе в коллекцию данного фильма. «Поймай меня, если сможешь». И к нему также есть техничка такая. Здесь видим информацию, что это действительно итальянское издание. И информация о самом фильме. И мы видим здесь, что нету дополнительных материалов у данной картины. Нету о них информации. И видим специальное издание, ограниченное к 20-летию фильма. Такая вот картина. Далее один культовый фильм следует. Это у нас фильм Пола Андерсона под названием «Смертельная битва», Mortal Kombat. Это британское издание. Увидел его по небольшой цене. И этот фильм у меня раньше на DVD только был, потому что он с русским на Blu-ray не выходил. Но увидел по хорошей цене, поэтому приобрел себе такое вот издание фильма «Смертельная битва». Культовое кино из 90-х годов. Mortal Kombat. Далее переходим к следующей картине. И это еще один фильм из 90-х годов от братьев Коэн под названием «Фарго». Это итальянское издание, еще одно итальянское издание в сегодняшнем видео, и не последнее. Это фильм Джоэла Коэна и Итана Коэна. Известная их картина, за которую они получили Оскар за сценарий данной картины. А также актриса Фрэнсис Макдорманд, которая является женой одного из этих Коэнов. Она выиграла Оскар за лучшую женскую роль второго плана. Такая вот картина, фильм «Фарго». Идем далее. И следующие три фильма — это фильм из одной франшизы, из одной серии. Эта серия называется «Монти Пайтон». И первый фильм — это у нас «Монти Пайтон и священный Грааль». Культовая картина. И это у нас американское издание данного фильма с внутренним артом. Данное издание. Культовая картина, которая принесло много разных мемов в культуру. Такой вот фильм. «Монти Пайтон и священный Грааль». Идем далее. И это у нас вторая полнометражка известная от этих парней под названием «Монти Пайтон. Житие Брайана по Монти Пайтону». Это британское издание. Также есть достаточно известное кино на тему религии, сатиры на религию, на фанатизм в религии. И здесь также у нас присутствует внутренний арт
И такое вот интересное оформление накатки диска у данного издания. «Житие Брайана» по Монти Пайтону. И, наконец, третья картина, последний полнометражный фильм от данных парней. Это у нас «Смысл жизни» по Монти Пайтону. Набор скетчей, объединенных темой жизни. И в таком вот издании, версии, в издании под названием «Лучшие из декады», в данном случае 80-е годы. Такой вот слип. Слип интересен тем, что здесь есть такая вот открывашка. И здесь мы можем посмотреть лучшие в 80-х годах, по мнению составителей данных списков, в кино, на телевидении, на радио, в заголовках новостей, а также в поп-культуре. «Смысл жизни» по Монти Пайтону. Основная обложка выглядит таким образом, уже без этих надписей. То есть оно продавалось в таком виде, скорее всего, изначально. Это версия специального слипа такая. И это также известная картина от Монти Пайтона, от данных парней. Также американское издание, такой простой зеркальной накаткой. Такие вот 3 фильма. Три фильма у нас: Монти Пайтон и Священный Грааль, Житие Брайана и Смысл жизни по Монти Пайтону. Такие вот 3 фильма. Далее, следующая картина. Это у нас фильм от режиссера Тони Скотта под названием «Враг государства». Данный фильм у меня также был раньше на DVD и сейчас есть на DVD. Но увидел такое издание, покупал вместе с Фарго у одного человека. Вот увидел также у него это данное издание, поэтому взял. Здесь у нас снялись Уилл Смит и недавно умерший Джин Хэгман. Также итальянское издание. Видим такую лицензионную штуку здесь, что это действительно лицензия. Это у нас фильм от студии Touchstone Pictures, которая принадлежит Disney. И такая вот накатка диска традиционная для диснеевских изданий. Фильм Тони Скотта «Враг государства». Далее, следующая картина. Это у нас фильм, один из первых, где Ди Каприо сыграл главную роль. Это фильм под названием «Жизнь этого парня». Еще один фильм с Ди Каприо в коллекцию. Данный фильм вообще не выходил с русским языком на дисках, только на видеокассетах. А это вот такое нашел немецкое издание этого фильма. Здесь у нас диск «Заложенный регион Б». Двухсторонняя обложка, такая вот накатка диска. И помимо Ди Каприо здесь снялись в роли его отчима Роберт Де Ниро. Также снялись Эллен Баркен, Крис Купер и друг Ди Каприо Тоби Магуайр. Такое вот издание «Жизнь этого парня». И заканчиваем иностранные издания зарубежные с самым кассовым французским фильмом в истории, если считать по количеству проданных билетов, и если считать именно во Франции. То есть самый кассовый французский фильм во Франции. Это у нас картина режиссера Дэнни Буна, который также сыграл главную роль. Это у нас фильм, который в русском прокате получил название «Бобро пожаловать». В оригинале называется «Добро пожаловать к Шти». Такое вот издание. Издание французского фильма, французское. Диск, несмотря на то, что здесь написано 3 региона, на самом деле он залочен на регион Б, что далеко не сразу выяснил. Точнее, продавец указывал, но я это забыл. Потом вспомнил, и оказывается, что диск залочен на регион Б
несмотря на то, что есть такая вот информация. И такая вот рекламка изданий от этого дистрибьютора, который выпустил данное издание. Здесь в том числе есть российский фильм «Дневной дозор», Daywatch, видим рекламу. Другие фильмы. Здесь у нас в основном фильмы от 20 века Fox. И такой вот рекламный буклет приложен к данному изданию. И это было последнее иностранное издание сегодняшнего видео. Поэтому переходим к российским изданиям. Их сегодня будет 6. И первый из них это у нас фильм в белом амарее от Sony в формате 3D. Дом монстр 3D. Это анимационный фильм от студии Sony. Данный фильм, несмотря на то, что здесь написано 3D, также он и поддерживает 2D режим. Такая вот бумажка, которая также является частью фона с другой стороны. И такая вот накатка диска. Анимационный фильм «Дом монстр». Далее будет два старых очень фильма. Первый из них это совсем старый фильм 1947 года, но у себя на родине достаточно культовый, известный. Это «Чудо на 34-й улице». Фильм черно-белый. В США он является одним из самых культовых на тему Рождества Нового года. И решил себе приобрести в коллекцию данный фильм черно-белый. «Чудо на 34-й улице». И далее еще один черно-белый фильм, в котором у нас снялся актер Пол Ньюман. Это у нас фильм «Бильярдист». Также Джеки Глисон снялся. Фильм спортивный на тему бильярда. 9 номинаций на премию «Оскар» 1962 года. Здесь у нас есть внутренний арт с Полом Ньюманом. До этого данного фильма не было в коллекции. И вот решил себе приобрести. Покупал вместе с «Чудом на 34-й улице» у одного и того же человека. Переходим к далее. Следующая картина. Это у нас фильм, созданный при участии Гильермо дель Торо. Он здесь не является режиссером, но является продюсером. Это у нас фильм-триллер под названием «Приют». Это у нас кино производства Мексика, Испании, США. Фильм «Приют». И такое вот издание. Стоил недорого, поэтому взял себе в коллекцию данное кино. Такой вот фильм. Далее комедия с Джеком Блэком, которой у меня не было в коллекции. Это комедия «Путешествие Гулливера». Это у нас современная адаптация этой истории про Гулливера. Здесь два диска. В данном случае второй диск это у нас диск DVD с простой накаткой. А уже диск Blu-ray у нас уже с изображением Джека Блэка, который играет Гулливера. Такой вот фильм, такая вот комедия. Наконец, последнее Blu-ray издание сегодняшнего видео. Это у нас фильм советский 1986 года. Один из фильмов своего времени, оказавших влияние. Это у нас фильм под названием «Курьер». Здесь у нас молодые актеры Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Также у нас сняли здесь Олег Басилашвили и Инна Чурикова. Раньше данной картины не было в коллекции. То есть я собираю советские фильмы, но этого еще фильма не было. И вот приобрел себе в коллекцию. Здесь мы можем видеть, что это у нас издание лицензионное, литье. И также присутствует такой вот буклет
от режиссера картины Карена Шахназарова, где он рассказывает о важности издания фильмов, в том числе данной картины Карена Шахназарова. Такой вот фильм под названием «Курьер». Это были все Blu-ray издания на сегодня. И поэтому нам осталось еще 8 DVD изданий. И первый из них, это у нас издание будет в стекле. Астерикс на Олимпийских играх. У меня есть первые две части на Blu-ray в немецких изданиях без русского языка. Это вот приобрел себе такое вот издание третьего фильма, которое по качеству будет, конечно, хуже, чем первые два фильма, но благодаря данному персонажу Бруту и Алену Делону, который здесь играет роль Цезаря, данный фильм еще более-менее смотрибелен. Такое вот издание в стекле. Здесь есть внутренний арт с изображением Астерикса и Обеликса. Присутствует рекламный буклет. И также видим еще рекламу других изданий. И такой вот рекламный буклет с рекламой других изданий от данного дистрибьютора. Здесь у нас разные картины представлены, в том числе французские. Его видим Жерар Депардье. Исторические фильмы. Такие вот издания здесь рекламируются. Фильм «Астерикс на Олимпийских играх». Далее переходим к самому старому фильму в сегодняшнем видео. Этот фильм мало того, что старый, он изначально немой. Фильм «Человек с киноаппаратом». Да, фильм немой, но здесь музыка, есть музыкальное оформление Майкла Наймана. И это у нас фильм «Человек с киноаппаратом». Это экспериментальный документальный фильм из 1929 года. Кино достаточно известное, поэтому решил себе приобрести в коллекцию данную кинокартину «Человек с киноаппаратом». Такой вот фильм. Далее, следующая картина. Это у нас фильм от студии Walt Disney. Еще один в сегодняшнем видео. В таком вот слипе металлизированном, красивом. Есть такое же оформление. Также здесь присутствует в виде бонуса такой вот календарик на 2008 год по теме Рататуя. А также оглавление к данному фильму. В гости к Робинсонам. Данный фильм выходил с русским на Blu-ray, но только в формате 3D. А для воспроизведения формата 3D, если он не поддерживает 2D режим, нужно специальное оборудование, то есть либо 3D телевизор, либо 3D проектор. У меня этого нету, поэтому Blu-ray 3D диск, если он не поддерживает 2D режим, нельзя посмотреть на плеере. Поэтому приобрел себе в коллекцию такое вот издание в формате DVD, которое воспроизводится на любых плеерах. В гости к Робинсонам. И далее пойдут 5 изданий просто в Амарее, без липов. И первый из них это у нас фильм от Мартина Скорсезе. Продолжение фильма «Бильярдист». В главных ролях Пол Ньюман и Том Круз. Такое вот оформление внутри. И решил сразу взять сиквел «Бильярдиста». Такое вот издание. Но также хочу сказать, что уже заказал
по очень недорогой цене стилбук к данному фильму в формате Blu-ray, но он уже будет в следующем месяце, а в этом месяце вот такое DVD издание фильма Мартина Скорсезе «Цвет денег». Далее переходим к следующей картине. И это фильм с Джеки Чаном под названием «Великолепный». Еще один боевик с Джеки Чаном в коллекцию. У меня их не особо много, но вот приобретал сразу несколько фильмов, в числе которых оказался и вот фильм с Джеки Чаном «Великолепный». Такое вот оформление на катке. Фильм «Великолепный». Идем далее. И следующий фильм — это картина режиссера Романа Полански, которая вышла в 2005 году. Это у нас экранизация произведения Чарльза Диккенса с таким же названием. Из-за того, что важности самого произведения оригинального, решил себе приобрести одну из его адаптаций от режиссера Романа Полански. Фильм «Оливер Твист». Идем далее. И следующая картина — это у нас фильм, который я взял из-за актера. Это у нас фильм с Эдвардом Нортоном, разрисованная вуаль. Также у нас здесь снялась актриса Наоми Уотс. Видим их здесь на обложке. Видим по мотивам романа Сомерсета Моэма «Узорный покров». Романтическая драма. Такой вот фильм с Эдвардом Нортоном, разрисованная вуаль. И хочу закончить данное видео фильмом из страны, которая у меня не была до этого представлена. Это фильм польский, достаточно известный, под названием «Знахарь». Экранизация известного польского произведения. Кино достаточно известное. И взял себе в такое вот издание в формате DVD. Картина «Знахарь». И это был последний фильм на сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующее видео. А на этом все. Пока. Пока.